Всегда ли миома матки приводит к удалению матки? Нет, не всегда. Миома матки – это хроническое заболевание, которое возникает из-за того, что в организме женщины нарушается гормональный баланс. К большому сожалению, мы не знаем, почему это происходит, но, к сожалению, так. И если говорить о симптомах миомы матки, как ее заподозрить у себя? Это нарушение менструального цикла. То есть менструации может становиться более обильными, могут возникать мажущие выделения до или после, могут вообще в середине цикла быть прям практически кровотечение, может быть болевой синдром. Иногда женщина замечает, что у нее что-то не так просто из-за увеличения живота, и такое, к сожалению, тоже бывает. Для того, чтобы поставить такой диагноз, прежде всего нужно обратиться к гинекологу и сделать ультразвуковое исследование органов малого таза. По нему мы можем четко сказать, есть ли миома или нет, какого она размера, где она расположена, и в зависимости от этого подобрать те методы лечения, которые наиболее подходят в данной ситуации. К сожалению, консервативного лечения миомы нет. То есть мы не можем с вами выпить волшебную таблетку и вылечить миому. Все лечение, которое мы можем применить, это в той или иной степени хирургическое. Мы можем сделать такой малоинвазивный метод, как эмболизация маточных артерий, то есть перекрыть кровоток к миоме матки. В связи с этим она перестанет расти. Или же мы можем сделать операцию, чаще всего лапароскопическую, через проколы, удалить только миому и оставить матку на месте для того, чтобы могли дальше рожать. И если миома очень больших размеров, иногда нам приходится делать и разрез. К большому сожалению, если эту ситуацию запустить, и мы с вами будем в возрасте перед менопаузой большой миомой и, например, там, снижением гемоглобина, кровотечениями, то есть большим количеством симптомов, иногда приходится матку и удалять. Но нужно помнить, что это тоже нисколько не трагедия, потому что матка не отвечает за наш с вами гормональный фон, и удалив матку, женщина нисколько не уходит в менопаузу.